Привет, друзья! С вами я, Илья, и канал World Style. Некоторые компьютерные игры обходятся дороже даже самых крутых голливудских блокбастеров. Не верите? Тогда я вам сейчас расскажу о самых дорогих играх в истории, на разработку и рекламу которых потратили больше, чем годовой бюджет какой-нибудь небольшой страны. Смотрите этот ролик до самого конца, будет интересно. Поехали! Открывает список высокобюджетных игр Call of Duty Modern Warfare 2. Разработка самой игры стоила Activision довольно скромные $50 миллионов. Однако на маркетинг ушло еще 200 миллионов. В результате бюджет вырос до $250 миллионов. Впрочем, заскриптованная наглухо шутер-забава довольно быстро окупилась разработчикам. На разработку Destiny ушли внушительные $140 миллионов. Затем столько же потратили на рекламу. Но и на этом издатель, все та же Activision, не остановился. Общий бюджет со всеми дополнениями и доработками приблизился к $500 миллиарда. Просто ужас, сколько много, но то ли еще будет. Смотрим дальше. На пятую GTA непосредственно потратили $137 миллионов. Затем еще 128 миллионов ушло на раскрутку и маркетинговую кампанию. Результат, впрочем, впечатлил. Игроки получили самую яркую и, пожалуй, самую грандиозную GTA в истории. Спасибо тебе, Rockstar, что делаешь крутые игры и не жмешься на раскрутку. На эту MMORPG, над которой работала команда из более чем 800 человек, на протяжении 6 лет ушло больше $200 миллионов. Не слабо, добавить здесь больше нечего. Самая любимая часть в истории франшизы Final Fantasy также стала еще и самой дорогой в истории японского издательства номер 1. Разработка, впрочем, стоила не так дорого, всего $45 миллионов. А вот на рекламу пришлось потратить куда больше, целую 100. И учитывая инфляцию и курс доллара, Final Fantasy обошлась в целых $216 миллионов. Создание и продвижение Shenmue в конце 1990-х годов обошлось компании Sega в $70 миллионов. В современном эквиваленте это ни много ни мало около 100 миллионов. В то время ничего более грандиозного, чем проработанный мир Shenmue, игроки попросту и представить себе не могли. Едем дальше. Третья часть легендарной игры Max Payne обошлась издательству чуть больше 100 миллионов вечно зеленых бумажек. Результат не оставил себя ждать и очень даже впечатлил. По крайней мере, куда больше, чем снятое кино по мотивам игры. Конечно, GTA 4 оказалась значительно дешевле пятерки, однако все равно входит в десятку наиболее дорогих игр в истории. В 2008 году казалось, что сильнее раздуть бюджет у игроделов уже не получится. Эх, как же все ошибались. Компания Rockstar — это, пожалуй, лучший мастер дорогих и высокобюджетных игр. И Red Dead Redemption не стала исключением. На нее разработчики потратили больше $100 миллионов. Зато в результате мы получили лучшую игру в истории о Диком Западе. Откровенно ущербных проектов нашей десятки еще не было. Казалось бы, и быть не может, ведь речь идет о самых-самых дорогих играх в истории. Но нет, все же сумели. Причем деньги выделила все та же всем известная Activision. Deadpool вошла в историю как одна из самых дорогих и никчемных игр за все время существования игровой индустрии на сегодняшний день. Но что ж поделаешь, бывает и такое. А на этом все, друзья. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу этих игр, стоят ли они или нет потраченных денег. А также ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и обязательно посмотрите 2 предыдущих выпуска.